Россиянка Камила Валиева одержала триумфальную победу в короткой программе на этапе Гран-при в России. За свой прокат она получила 87,42 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал чемпионке Европы Алене Косторной. Второй результат показала другая россиянка, Елизавета Туктамышева 80,10 балла. Еще одна представительница России Майя Хромых, выступившая с падением, занимает промежуточное пятое место 64,72 балла. Камила Валиева с новым мировым рекордом откатала короткую программу на Гран-при России. В самом начале своей короткой программы Камила Валиева зашла на тройной аксель и чисто исполнила его. Затем фигуристка прыгнула сольный тройной флип, а во второй половине программы сделала каскад из тройного лутса и тройного тулупа. Судьи оценили прокат Валиевой на 87,42 баллов, из которых 49,97 баллов за техническую составляющую программы. Это новый мировой рекорд в короткой программе. Эту программу Валиева откатала в новом наряде, ранее у нее было розовое платье. Российские фигуристы громко провалились на Гран-при. Даже у Медведевой сдали нервы. Все три наших парня завалили короткую программу в Сочи. На мучения российских одиночников без слез не взглянешь. В прошлом году у российских болельщиков было немало поводов для радости. В основном благодаря возрождению мужского одиночного катания, казалось, наши парни вновь готовы бороться за самые высокие места на международной арене. Однако в олимпийском сезоне результаты лидеров сборной внезапно пошли на спад. На этапе Гран-при в Сочи наши парни и вовсе показали едва ли не худшие прокаты в году. В отсутствие реальных конкурентов ни Коляда, ни Семененко, ни Кондратюк не смогли зацепиться за пьедестал. Наши фигуристы откровенно провалились и практически лишились шансов на выход в финал серии. На мучения российских одиночников без слез не взглянешь. Нервы сдали даже у Медведевой. Соревновательную программу на этапе Гран-при в Сочи традиционно открывали мужчины. Россию на этом турнире представляют Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Для ученика Светланы Соколовской Марка Кондратюка старт на арене «Айсберг» станет дебютным в рамках взрослой серии Гран-при. Ощущение, будто сам айсберг падал вместе с ним. В этот раз фигурист не справился со своей экспрессивной и необычной программой под саундтрек из сериала «Великолепный век». Неожиданно не получился четверной тулуп, упал спортсмен из коронного Квад-Сальхова. Все остальные элементы Марк выполнил на хорошие плюсы, но настроение у фигуриста резко ухудшилось. В Kiss and Cry Кондратюк недовольно качал головой, слушая замечания своего тренера Светланы Соколовской. Тем не менее судьи оценили выступление россиянина довольно щедро, 74,16 балла. Появление несвойственных Марку ошибок, возможно, связано с тем, что Кондратюк идет на усиление и постепенно готовится продемонстрировать новый контент на чемпионате России. На предыдущем старте на мемориале Дениса Тена спортсмен зашел на четверной лутс, не исключено, что сложнейший прыжок мы увидим завтра в произвольной программе. Обидно, друзья, что сказать. С каждым падением Марка было ощущение, будто бы сам айсберг падал вместе с ним, зрители очень расстраивались при каждой его ошибке. Да и самому Марку наверняка горько и неприятно, потому что столько работы было проделано. Мы-то знаем, что Марк может. Прокомментировала выступление Кондратюка Евгения Медведева в эфире Первого канала. Ученик Алексея Мишина Евгений Семененко претендовал на попадание в финал серии Гран-при, но для этого ему нужно было продемонстрировать два идеальных проката. Однако в короткой программе Женя не смог справиться с нервами и больно упал с четверного тулупа. Великолепный каскад четверной Сальхов, тройной тулуп дал надежду на то, что спортсмен реабилитируется, однако степ-аут на тройном акселе буквально лишил Семененко шансов на путевку в Осаку. С результатом 81 балл фигуристу будет очень трудно рассчитывать на победу в Сочи. Только золотая медаль сможет гарантировать Жене поездку в Японию, поскольку его оценки не позволят ему конкурировать с Джейсоном Брауном, также претендующим на выход в финал.
По компонентам россиянин заметно уступает американцу, и если оба фигуриста наберут одинаковые баллы по результатам двух этапов Гран-при, все решать будет сумма баллов за 4 проката. И пока решение судей не в пользу нашего спортсмена. Не помню, когда последний раз Женя падал. В прошлом сезоне он не срывал ни одного элемента практически на всех турнирах. А в этом сезоне, возможно, над ним давлеет, что он является одним из лидеров нашей сборной. Начинаются какие-то срывы. На разминке он несколько раз идеально чисто сделал четверной тулуп, делал четверные сальховы, делал тройные аксели. Что происходит, я не знаю. В недоумении от проката Семененко остался и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Откровенно разочаровал и лидер сборной России Михаил Коляда. Фигурист допустил падение на четверном тулупе, из-за чего лишился каскада, также он совершил степ-аут на четверном сальхове. Да и в целом Миша выглядел бледной тенью себя прежнего, вращения и дорожки шагов были выполнены не так качественно. Казалось, спортсмен расстроился неудачей на прыжковых элементах и растерял весь боевой настрой. Оценки Коляды неприятно удивили. Всего 84,48 балла. За Мишу становится все тревожнее в олимпийском сезоне. Пускай меня будут ругать, но я скажу. Так нельзя. Но нельзя так. Почему они выходят и все постоянно срывают? Скорее всего, дело уже в психологии. Надо искать подходы, чтобы выходить из этой ситуации. 0 шансов побороться на Олимпиаде с такими прокатами. Все-таки будет этот мем, включил Коляду. К сожалению. Так обидно, друзья, так обидно. Имея все в арсенале, выдавать такие прокаты, традиционно не скрывал негодования после выступления Миши Алексей Ягудин. Сдали нервы в этот раз и у Евгении Медведевой. Фигуристка, обычно положительно высказывающаяся о всех спортсменах, не скрывала своего отчаяния. Единственное, что я могу сказать после такого проката, что Миша – такой человек, которому нельзя ошибаться и допускать такие прокаты, особенно в олимпийский сезон. Даже если начинать работать с психологией, то это долгий процесс. Месяцами выстраиваются системы, прорабатываются техники, которые помогают спортсменам. Но до Олимпиады 2 месяца, проблема только в этом, сказала Медведева в эфире Первого канала. Чемпионка открыто раскритиковала Коляду. Если до старта сочинского Гран-при мы рассчитывали на полный пьедестал наших одиночников, то теперь же на это надежд практически не остается. Даже с не самой серьезной конкуренцией наши фигуристы умудрились провалиться и не попасть в тройку. На мучения наших парней без слез смотреть просто невозможно.